Нередко даже дома, при вполне комфортной температуре, руки и ноги могут быть ледяными. По телу пробегает неприятный холодок, может знобить, но температура тела при этом не повышена. Причин для этого предостаточно. Это низкое давление, либо, напротив, состояние гипертензии, а также осложнение сахарного диабета или патологии нервной системы. Могут приводить к ознобу и зябкости анемия или атеросклероз артерий в области конечностей. Какой бы ни была причина, ощущения будут не самыми приятными, и важно выяснить и устранить их причину в кабинете врача. Низкое давление и холодные конечности. Нередко артериальная гипотония, или же проще говоря, низкое давление, когда оно не превышает 100/60 мм ртутного столба, приводит к выраженному похолоданию конечностей с ощущением озноба. Обычно от такого давления страдают субтильные юные женщины, имеющие наследственный пониженный тонус сосудов, что приводит к замедлению тока крови по мелким капиллярам и дефициту притока теплой крови к конечностям. За счет замедления обмена веществ на периферии в области микроциркуляторного русла снижается и температура. Пониженному давлению обычно сопутствуют ощущения слабости с сонливостью, приступы головокружений, онемение в конечностях и покалывание. Для подтверждения диагноза артериальной гипотонии нужно регулярно измерять давление. Если оно стабильно держится на сниженных цифрах, стоит обратиться к врачу, больше двигаться и одеваться теплее. Ощущение холода при гипертензии. В начальных стадиях гипертензии может наблюдаться похолодание конечностей за счет спазма мелких артерий, что нарушает доставку крови к конечностям. Сосудистый спазм приводит к тому, что просвет артериол резко сужается, поступление теплой крови в них уменьшается, и на фоне гипертензии с высокими цифрами давления руки и ноги могут постоянно зябнуть. Но нередко подобное состояние наблюдается только в начальной стадии. Помимо этого неприятного ощущения, типичными для гипертензии будут распирающие головные боли и дискомфорт в области сердца, который формируется на фоне стрессов или нагрузок, а также расстройство зрения с ощущением тумана и пелены, мушек перед глазами. Также нередко гипертензия сопровождается шумом в ушах. Если регулярные измерения давления постоянно показывают цифры более 130/80, необходимо обратиться к врачу, не забыв при этом рассказать ему обо всех жалобах. Нередко в начальной стадии гипертензию можно взять под контроль. Холод в руках при атеросклерозе артерий. При атеросклерозе артерий мелкого калибра одним из симптомов может быть похолодание в руках и ногах. Это связано с тем, что за счет образования бляшек внутри сосудов нарушается доставка на периферию теплой артериальной крови. За счет наличия атеросклероза артерий конечности могут быть бледными и холодными, особенно ноги, а в запущенных стадиях могут также формироваться трофические нарушения. Помимо ощущения зябкости в ногах, атеросклероз артерий может себя проявлять сухостью кожных покровов и перемежающейся хромотой, неприятными и болезненными ощущениями после длительной ходьбы. При подобных проявлениях непременно нужно обследование, и оно должно быть комплексным с определением липидограммы крови и уровня холестерина, системы свертывания и проведением УЗИ сосудов конечностей. Если эти исследования ситуации не проясняют, может быть также назначена ангиография сосудов. Это рентгенография сосудистого русла с предварительным введением контрастного вещества, на ней отчетливо будут видны области, где наиболее выражен атеросклероз сосудов и нарушена проходимость. Важно также полноценное лечение патологий, дабы не приводить к серьезным осложнениям. Осложнение диабета и зябкость конечностей. Длительно протекающий сахарный диабет нередко приводит к атеросклеротическому поражению сосудов и полинейропатии. Это поражение периферических нервов конечностей в результате длительного повышения уровня глюкозы. Особенно при плохо компенсированном диабете. Изменение проходимости сосудов и чувствительности нервов на фоне гипергликемии приводит к тому, что страдает периферическое кровообращение, и в область конечностей при диабете поступает меньше крови, из-за чего они холодеют и мерзнут. Помимо этого явления, сахарный диабет проявляется еще и ощущением покалывания и онемения, зуда и жжения в области кожи на нижних конечностях, а также образованием язвочек,
которые плохо и долго заживают. Важно при подобной патологии регулярно обследоваться и держать под контролем уровень глюкозы, а при подозрении на полинейропатию обратиться к неврологу.